Привет, друзья! Сегодня у нас Иранская математическая олимпиада, 7 класс, зеркальный угол. Угол А равен 15 градусов. На его стороне взята точка К, из которой вылетает частица под углом 30 градусов. И она отражается по закону отражения, закону Френеля. Угол падения равен углу отражения. И вот когда-то она, отражаясь, потом вылетит из угла и уже не будет отражаться от его сторон. А может, она при каких-то углах никогда не вылетит. Подумайте, до пока вот я нарисую этот путь, это и прямой, вот у нас, да? Нормально? Нет, чуть-чуть поровнее надо. Вот К1, К2, К3, К4, К5 и так далее. Ну, потом она как-то вот так и пойдет вот так красиво, уже нигде не встретится со сторонами угла. Я сейчас пронумерую эти точки отражения. К1, К2, К3, К4, и вот здесь будет КН, где мы уже никогда не встретимся со сторонами. Вот требуется найти величину n. Ну что ж, семиклассники решали непосредственным подсчетом, ну а вы, может быть, попробуйте найти механизм подсчета, потому что при других углах, вот наших углах, можно и непосредственно посчитать, а можно, конечно, и вывести какую-то формулу подсчета. Итак, два слова я скажу очень быстро про иранскую математику. Про Иран вы все знаете, а вот иранская математика очень, наверное, будет кому-то интересна. Там все-таки страна большая, 93 миллиона, учатся с 5 лет, 12 лет, много. 10,2% составляют студенты числа работающих. Это лучший показатель в мире, на минуточку, ребята. Вот они очень образованные. На Международной математической олимпиаде математическая команда Ирана всегда входит в десятку сильнейших. Проводится в мире иранская геометрическая олимпиада. 66 стран участвуют. 2 премии Филдса совершенно недавно завоевали иранские математики. Вот очень известная в мире Мариам Мирзахани. Это геометр, женщина-геометр. Да, она изучала Римановы поверхности, и Каучер-Бирхар, тоже крупный математик, тоже получил премию Филдса. Это Нобелевка по математике для математиков вот младше 40 лет. Я об этом уже говорил. Ну и, естественно, все знают. Ал-Хоризми, перс. А большую часть населения современного Ирана составляют персы. Поэтому он, можно сказать, иранец. Персы. И вот он создал алгебру. Отсюда и слово алгоритм, ал-хоризми, и слово альджебр, алгебра. Но альджебр – это операция какая-то при решении уравнений. Вот какую операцию ал-хоризми при решении уравнений назвал альджебр, если кто-то помнит. А мы к решению нашей задачи, ребята, задача олимпиадная. Объяснять 2-3 раза и очень подробно, сложно. Читайте условия задачи текстом, может, там станет яснее. Ну, а пока вот я допомню вам, что у нас есть угол падения, угол отражения. Вот на рисунке 1 угол альфа равен углу альфа. Закон Френеля физический, да? Но при этом можно сказать, посмотрите, что вот этот уголок, который тупой, будет равен как смежный к этим альфа вот этому углу. Это то же самое, те же углы. Потому что по отношению к точке А, которая слева, допустим, угол этот падения может быть острый, тупой или прямой. Вот я рассмотрю 2 случая. На рисунке 2 у меня будет острый уголок бета по отношению к альфа, а на рисунке 3 тупой угол бета, желтый по отношению к альфа. Прямой рассмотрите самостоятельно. Итак, я посмотрю, что происходит с углом падения или отражения, что то же самое при отражениях всяких. Вот возьму коричневый, скажу, вот из точки К вылетает частица, К1 первое отражение, К2 второе отражение. Вот при первом отражении вот этот уголок чему равен? Он внешний для треугольника АК1К, поэтому он равен сумме двух внутренних углов, альфа и бета, не смежных с ним. То есть он равен бета плюс 1 раз альфа. Ну, хорошо. Тогда и вот этот угол равен бета плюс альфа. Угол падения равен углу отражения. Все. А теперь этот еще уголок. А это чему равен? Это равен альфа плюс бета плюс альфа.
Он же тоже внешний для треугольника АК1К и равен сумме вот этого угла и вот этого. То есть бета плюс 2 альфа. В точке К3 будет бета плюс 3 альфа, в точке К4 будет бета плюс 4 альфа. Ну и здесь получается у нас фактически формулка. Угол отражения бета n будет равен бета плюс n умноженное на альфа. Но углы отражения могут быть прямые и острые. Вот. Прямые, острые и тупые. Вот острый и тупой мы рассмотрим, а прямой самостоятельно. Вот если бета тупой, что происходит? Это точка К, это точка К1, это точка К2. Получается, что вот этот угол, вот этот, будет равен снова бета плюс альфа, бета плюс альфа. Тогда вот этот угол, который ему равен, тоже бета плюс альфа. Ну тогда вот этот, как внешний, будет равен альфа плюс бета плюс альфа. То есть вот этот угол и вот этот угол. Правильно? Все, мы получаем снова бета плюс 2 умноженное на альфа и так далее. И здесь получается, что бета n, то есть n угол падения будет равен бета плюс n умноженное на альфа. Вот что нам нужно было, вообще говоря. Ну и все. Это я убираю, и теперь финальная картинка. Что финальная? Вылет. Вылет частицы из угла без последующих отражений. Вот я это все нарисовал для экономии времени. Посмотрите, вот у нас получилось, что вот это у нас КН. И частица вылетела и уже никогда не встретится с нашими сторонами угла. Мы сказали, что вот этот желтый уголок равен бета плюс n умноженное на альфа. Согласны? Согласны. Я провожу параллельную к стороне угла. Получаю, что вот этот уголок будет 180 градусов минус альфа. Ну, сумма внутренних односторонних при двух параллельных 180, это понятно. И вот когда же у нас вылетит, когда? Можно понять очень легко, когда желтый угол будет меньше либо равен углу 180 минус альфа. Возьму даже жирные от радости, что нам удалось вывести, что бета плюс n умноженное на альфа, вот это бета-n угол, должен быть больше либо равен 180 градусов минус альфа. Ну, собственно, не так сложно. Придется немножко, может, подумать еще так, поразмышлять, себе саму объяснить. А я найду n минус альфа минус бета и делю на альфа. Для наших углов вот альфа и бета, ну, вычислю. 180 градусов получается минус 15 градусов, минус 30 градусов, делить на 15 градусов, это 135 градусов, делить на 15 градусов, здесь повезло, целое число, могло быть дробное, но здесь 9. Получается, n больше либо равно 9. n равно 9. У нас получается 9 отражений. Можете посчитать непосредственно. Ну да, вот такая история. Мы не рассматривали прямой уголок. Ну, я два слова все-таки скажу. Если у нас встретится вдруг угол, это отражение прямой, 90 градусов, да, то кажется, что лучик отразится и пойдет в обратном направлении, ну, вообще говоря, по этой же ломаной в начале, а потом и выйдет. И вот что я вам предлагаю в качестве домашнего задания, очень интересное. Пункт А. Решите задачу для альфа равно 20 и бета равно 30 градусов. Здесь вы можете посчитать непосредственно, там вы вылетите на прямой уголок, и по формуле, и сравнить, что легче. Выводить формулу, считать по формуле, либо считать непосредственно. Но вот в 10 классе, в этой иранской олимпиаде, были даны чуть-чуть другие значения. Альфа был равен 10 градусов, а бета 17. И здесь вы можете сравнить, что легче все-таки выводить формулу, может вы выявить свою формулу подсчета. Ну, это будет интересно, а я с вами прощаюсь. И подумайте над тем, может ли все-таки лучше затеряться в этом угле и двигаться все время в сторону А и никогда не выйти из него. Пока, до новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков.